Так, ты мне вопросы в телегу будешь кидать тогда, если там... Или где я могу смотреть? В 8:00 начинаем? Поехали? Так. Ну что, добрый вечер. Как проверка по звуку? Там, лайки, не лайки ставим, чтобы понимать, что у нас там технически. Слышно, не слышно? Все слышно, да? Так, добрый вечер. Сегодня у нас 1 октября. Сегодня 3-й раз мы вот проводим такой эксперимент. Наверное, это уже больше не эксперимент, а практику начинаем превращать. Когда я, фаундер Куны, общаюсь напрямую с вами в лайве без посредников, как мы любим. И, соответственно, вы можете задавать в реал-тайме свои вопросы, плюс мы заранее анонсируем, то есть вы можете задавать предварительно вопросы, если они какие-то там более обширные. Вот. По практике сперва я рассказываю то, что мы уже успели сделать, какие-то фичи уже имплементированы, либо то, что запускаем в ближайшее время. Так, первое, что хочу отметить, в середине сентября мы проводили трейдинговый эксперимент, назывался он Day and Night. Посвящен он был конференции Blockchain One, где мы запустили виртуальные токены Day, виртуальные токены Night, и была торговля относительно этих двух токенов. Разыгрывали всевозможные призы, там, начиная от маек, заканчивая впечатлениями, битьем посуды, келхами пива. Что у нас там еще было интересного? Поездки на автомобилях, по-моему. Да, вот. Значит, зачем мы это запускали? Помимо того, что мы помогали нашим товарищам из организаторам конференции, нам было интересно еще попробовать поиграться вот с этими парами и дать возможность новым трейдерам, молодым, неопытным, поиграться на вот искусственных валютах. Были интересные результаты, многие получили свои первые призы от рейтинга, с чем я вас и поздравляю. Вот. Думаю, что будем продолжать использовать вот такие эксперименты. Так, победителя я, естественно, поздравляю. Те, кто не победил, участвуйте в следующих экспериментах. Будем опять-таки что-то подобное запускать. Следующий у нас Хэллоуин. Надо будет что-то придумать на Хэллоуин. Следующий вопрос, который я хотел обсудить, это законопроект 9083, зарегистрирован в Верховной Раде, посвящен он криптовалютам и налогообложению с криптовалютами. Очень много противоречивых мнений в интернете, большинство из них, естественно, негативные, никто не любит платить налоги. Соответственно, есть такое негодование, зачем нам этот закон, и причем тут я, и ассоциация, и другие игроки, которые пушат эту тематику. Поэтому расскажу вам следующую вещь. Большинство из людей, которые вот негативно относятся, они не знают банально простое правило налоговое, которое в Украине работает. Значит, выглядит оно следующим образом. Вот, к примеру, мне привезли вот такой вот холодный кошелек, неважно, любой товар, да? Купил я его за 100 гривен. И рассчитался, неважно как, да, вот купил я его как физлицо, купил за 100 гривен. Я его беру через секунду, продаю за 100 гривен, к примеру, через там OLX, либо другой любой способ, который у нас есть. Ну, в основном у нас все продают какие-то бэушные товары через OLX. Да? Вот как только я его продал за 100 гривен, то есть я купил за 100 гривен и продал за 100 гривен. Как только я это продал, с точки зрения украинского налогового законодательства, я обязан уже заплатить налоги в размере 18% НДФЛ и плюс еще 1,5% военного сбора. То есть 19,5 гривен, как только я перепродал этот товар, я уже обязан как физлицо заплатить государству. И не важно, что мы покупаем. И не важно, что я ничего не заработал на этой сделке, я почем купил, потом продал, но с точки зрения налоговой я уже должен 19,5%. То же самое касается и криптовалюты. Пока криптовалюта не определена никак в государстве, то есть на законодательном уровне, налоговая относится к ней как к любому другому товару или услуге, которые не имеют особых правил. Соответственно, когда мы покупаем и продаем
криптовалюту, по-хорошему налоговая должна с вас требовать 19,5% от любой суммы, которая заходит вам в виде кэша, в виде безнала, неважно. Другое дело, платите ли вы эти налоги и контролируют ли налоговые эти поступления. Вероятнее всего, ответ в обоих случаях будет нет. Но это вопрос времени. Следующая вещь. Украина это маленькая открытая экономика в мире. Мы не влияем ни на какие геополитические процессы, и тем более мы не влияем на какие-то экономические и финансовые процессы в этом мире. Соответственно, все внешнее законодательство, оно к нам приходит в страну и просто является данностью. Мы не можем влиять на те процессы, которые происходят в мире. Что я хочу этим сказать? То, что сейчас очень активно навязывается практика полного декларирования твоих доходов. Ты обязан доказывать, где ты взял эти деньги, которые ты там потратил на покупку чего-либо. Ты должен показать полностью всю цепочку происхождения этих денег. Если кто работает с Евросоюзом, со Штатами, либо там с развитыми странами, они это уже прекрасно знают, что банки задают эти вопросы, и они требуют реального подтверждения всех ваших там цепочек доходов. Так вот, эта вся штука рано или поздно, а вероятнее всего она придет уже в следующем году, может быть под конец его, а не в начале, потому что там выборы у нас на носу, это все пытаться будет оттянуть. Но после парламентских выборов, то бишь через год от сейчас, вероятнее всего нам придется с этим согласиться, потому что иначе нам не будут давать кредиты, иначе наша система там будет в негативных рейтингах и нашу банковскую систему будет там исключать из там свифтов, ну и пошли там базельские, мировой банк, процессы там в Базеле и так далее, Базель 1, 2, 3 и так далее. Вот, поэтому рано или поздно это все придет. К чему здесь закон? К тому, что данный закон 9083, он описывает, как платить налоги с криптовалют. В моем понимании, учитывая, что я знаю, что к нам придет и нас обяжут платить налоги и показывать там происхождение и так далее, в моем понимании лучше пусть мы будем платить 5% вместо 19,5%. Вот моя логика. Помимо этого, там, конечно, есть еще плюшки для бизнесов, то, что мы сможем открывать банковские счета, соответственно, вводить, выводить с биржи можно будет по реквизитам банковских счетов, соответственно, у вас не будет ограничений вот этих вот по 15 тысяч гривен и 150 там в месяц или в день и так далее. Вот. Но налоги нас обяжут платить, и обяжут нас не внутренняя налоговая, а обяжут нас наши западные партнеры, которые уже повлияют на налоговое, и налоговая начнет ходить. Рано или поздно настанет тот момент, когда Приватбанк покажет свои зубы, и все вот эти вот обменки, которые гоняют через свой личный банковский счет, либо дропов, миллионы гривен, вот, к ним просто предъявят колоссальные штрафы, и все это произойдет. Так вот, законопроект 9083, он решит эту проблему. Там все достаточно просто, так же, как и в ФОПе третьей группы. Заплатил 5% и гуляй свободно. Что касается физиков, к сожалению, пока есть военный сбор, надеемся, что его скоро опять-таки отменят. Вот для физиков нужно будет заплатить 5 плюс 1,5 военный сбор. Но, к сожалению, это реальность, мы ее не можем отменить, потому что это на самом топовом уровне решается. В идеале, если бы мы с вами жили где-нибудь в Сингапуре, либо в Гонконге, но мы там не живем, поэтому я бы тоже хотел, чтобы у нас была нулевая ставка, как в Беларуси или в упомянутых странах, но, к сожалению, это все не пройдет. У нас есть Верховная Рада, есть налоговые комитеты, есть депутаты. Для того, чтобы закон протянуть, нам нужно, чтобы они это все одобрили и потом проголосовали. Так вот, нулевая ставка, к сожалению, не пройдет. Компромисс, который мы достигли с налоговым комитетом Верховной Рады, это 5% для юрлиц и 5% плюс 1,5 военного сбора для физлиц. К сожалению, это реальность, но это лучше в моем понимании, чем платить 19,5%. К слову, те, кто не платили и не хотят платить налоги, поверьте, лазейки для вас останутся, но это как минимум нарушение закона, и ответственность за уплату налогов среди физлиц лежит на физлицах. Никто вас контролировать не будет, но поймать могут. Аль Капоне, кстати, на этом и погорел. Дальше. Мы запустили пару новую, Еврос. Это продукт Экзанта, я уже его упоминал.
Пока что оборотов мы не видим больших, опять-таки потому, что львиная доля наших клиентов сейчас это те, кто арбитражит, использует нас как вход-выход. Вот. Соответственно, Еврос еще практически нигде не залистен, поэтому популярности нет. Но мы видим колоссальный спрос со стороны всевозможных фрилансеров, компаний, которые оплачивают тех же фрилансеров в Украине. Потребность есть у физиков, которым нужно, как бы это так правильно сказать, которым нужно евро вне Украины. Дальше вы можете догадаться сами, что я имел в виду. Детали об этих всем можно почитать на лендинге токен на Еврос. Находится он по ссылке, которую технари сейчас мои скидывают в чат. Да, это kuna.ua/Еврос, если не ошибаюсь. Да, сейчас он скинет линк. Спасибо. Вот, поэтому мы в скором времени должны увидеть опять-таки эксперимент, как и все остальное на платформе, будем смотреть. Пробежала вскользь новость про TUSD. Очень много нас спрашивают, почему не USDT. USDT мы до сих пор дискутируем, нужен ли нам USDT, учитывая всякие его особенности. Опять-таки, если мы договариваемся, что абсолютно вся ответственность лежит на вас, то я не думаю, что какие-то будут проблемы, добавим. Но TUSD, есть такая биржа DigiFinex, вот они поменяли USDT на TUSD, поэтому это дополнительный инструмент для арбитража. Дальше, наконец-то мы обновили график на основном дизайне. Так называемый новый, вы знаете, мы отключили, эксперимент провалился, мы проанализировали все ошибки в том дизайне и в том формате, которые были. И сейчас их учли уже в совершенно новом дизайне, но он будет чуть-чуть попозже. Сейчас как такой рестайлинг, mid-cycle рестайлинг, как в автомобильной промышленности, мы запустили TradingView, добавили 15-минутки и 30-минутки. Возможно, мы в скором времени еще добавим 5-минутки, что актуально для топовых пар, это биток, эфир, Ripple. Так, дальше. Работаем над следующими вещами. И, кстати, мне нужна ваша помощь. Это у нас поступают запросы, добавьте NetTeller, Skrill, Advocash. Если действительно это нам нужно, просто у меня есть сомнения относительно этих компаний. Если действительно это нужно, то тогда я начинаю форсировать и регистрироваться, добавлять эти входы-выходы. Я не знаю, насколько часто наши клиенты пользуются или потенциально могут пользоваться новые клиенты, поэтому если есть мысли, если вы активно пользуетесь, то пишите, с удовольствием все это посмотрим. Так, есть еще один там пункт с Приватбанком, но, наверное, я его перенесу на следующий раз, там нужно выяснить некоторые детали. Из нового еще, завтра утром вы все получите рассылку о том, что мы добавляем две новые торговые пары. Мы о них уже давно говорили, это Ethereum к битку и биток к EOS. Или EOS к битку, EOS к битку, да. Вот эти две пары появятся завтра утром, получите вы их в рассылке. Как только вы получите рассылку, это значит, что эти пары уже доступны и на них можно торговать. Поэтому готовьтесь расставлять красивые и вкусные ордера. Так, теперь вроде бы у меня по тому, что я хотел рассказать, вроде бы все. Теперь перейду к вопросам. Так, давай тогда в Google Doc добавляй все эти вопросы, я их буду зачитывать. Почему не планируется листинг Ethereum Classic и догов? Хотелось бы от Михаила услышать этот ответ. Вот Михаил вам отвечает. Особо не видим перспективы в этих монетах. Просто потому, что не видим перспективы. По добавлению это занимает существенный ресурс, который я сейчас не хочу забирать у своих технарей. Не ожидая, что они нам дадут какие-то существенные обороты. Опять-таки я смотрю на другие биржи
и на показатели там, существенных оборотов там нет, а нагрузка на технических специалистов ложится серьезно, поэтому я их не хочу отвлекать от более интересных, более денежных, более крутых фич, которых нет у наших конкурентов. Вот, поэтому пока не планируем. Но если вдруг кто-то захочет профинансировать и простимулировать, назовем это так, наших технарей, то у нас есть в футере AdCoin. Нажимаете туда, там есть все расценки в кунах, в битках и вперед. Как продвигается работа по созданию децентрализованной куны? Пока дальше, чем в электронном виде или на бумаге, мы не продвинулись, потому что, опять-таки, все силы брошены на реализацию крутых фич, которые нужны здесь и сейчас. Вот. И плюс мы смотрим на запустившиеся уже децентрализованные биржи. Там еще работать и работать, технология не стоит на месте. Поэтому мы присматриваемся к технологии, которую можно будет использовать, к опыту, который есть. И ближе к концу года уже начнем что-то там прототипировать. Но пока, опять-таки, брошены все силы на разработку крутых новых фич здесь и сейчас. Так, следующий вопрос был из чата по поводу добавления на куну POS-монет. Имеется в виду, дальше идет расшифровка, чтобы биржа выступала крупных майнинг, опять-таки, потому что это POS, майнинговым пулом, мастернодой для POS-монет. Допустим, у монеты для запуска мастерноды есть требование сумма равна 10 тысяч монет. Понятно, есть такие крипты. Но многие не могут себе позволить такую сумму, логично, поэтому биржа дает возможность вложить свои доли в общую корзину, чтобы получать с этого проценты. Допустим, доля это 100 монет. Так и биржа имеет процент, и пользователи. Понятно, аналогия с майнинговыми пулами есть. Подобные эксперименты у нас уже по сути есть. Их два. Первое это голос, вернее нода голоса, где мы являемся делегатом. Правда, там все 100% принадлежат нам. Вторую ноду мы запустили, это блок-продюсер EOS. Участвуем в конкуренции за место быть в лице блок-продюсеров. Что касается вот конкретного предложения здесь, то мы же коммерческая организация, все зависит от экономических показателей. То есть если мы увидим, что здесь, да, действительно мы сможем заработать и мы, и вы, то тогда, естественно, мы эту фичу имплементируем. А если там особой экономики не будет, к примеру, тут употребляется вариант как монета Diamond, как понятно, да? Поэтому автору вопроса давайте конкретику. Вот расчеты, может быть, какие-то есть. С удовольствием готовы рассмотреть. Вы будете автором, к вам будут особые условия, дополнительные бонусы. Готовы делиться. Запостите, пожалуйста, нашу страничку EOS Block Producer, чтобы показать, да, как пример того, что мы уже делаем. Так, погнали дальше. Вопросы уже из чата. Владимир Яковлев задает вопрос. Какая процедура налогообложения будет? Я так понимаю, налог только за покупку гривны. Нет, неправильно. За покупку ничего. Планируется только, кстати, скинь, пожалуйста, линк на Steemit, где у нас проект налога, где у нас табличка с налогами. Да, технарь мой сейчас в недоумении, что это за линк, но мы его запостим обязательно, он будет в описании этого видео. Наташа, напиши, она тебе скинет. Значит, по налогообложению. Налогооблагаться будет исключительно вывод гривны с площадок, будь то биржа, либо будь то обменка. То есть только когда вы получаете на руки фиатную валюту. Это единственный случай, когда вы будете платить налоги. Если вы торгуете биток или там неважно крипта, никакого отношения к налогам не имеет. То есть только когда вы выводите на банковский счет, либо там в кэш, либо другие варианты, то есть получаете фиатную валюту. Вот тогда у вас будет возникать налогообложение. Во всех других случаях налогообложения нет. Какие варианты по уплате налогов?
Если вы зашли через украинскую площадку, на ней поторговали и заработали, к примеру, там 1000 гривен, то вы оплатите 5% плюс 1, плюс 1,5, если вы физик, вот именно с этого дохода, не со всей суммы, а именно с дохода. Второй вариант, так как не все могут подтвердить свои доходы в крипте, где они ее взяли и так далее, то есть происхождение будет тяжело доказать, а такие практически все у нас. Соответственно, вы просто оплатите 5%, так же как ФОП третья группа, 5% от суммы выведенных средств. То есть доказательства нет, значит тогда платите по полной, то есть от всей суммы. Если доказательства есть, то тогда только от прибыли. Если вы получили убыток, ну тогда вы ничего не платите. Следующий вопрос. Здравствуйте. Так, Артур пишет. А что это было с монетой день-ночь? Раздали по 1000 штук и забрали обратно. Ну, я с этого и начал. Это был эксперимент. Акция закончилась. Монеты эти, ну это не монеты, это просто балансы на бирже были. Мы их забрали назад. Следите за новостями, будут еще подобные акции, но только уже интереснее, навороченнее. На какие биржи посоветуете арбитражить? По каким инструментам? Вот финансовые советы я не даю. Я не финансовый консультант. Я не готов брать ответственность за ваше финансовое благосостояние. Вот, поэтому не знаю, а даже если бы и знал, то я бы вам, к сожалению, не сказал ничего личного. Так, и Артур еще раз задает вопрос относительно эфир классика, будет ли он на бирже. Ответ: не видим экономической целесообразности по сравнению с другими более приоритетными для нас проектами. Почему убрали новый дизайн? Следующий вопрос. Там хорошо было видно общий баланс. Повторюсь, убрали новый дизайн, так как не прошел эксперимент, было много негативных отзывов. Не очень удобно было, даже среди команды мало кто пользовался новым дизайном. Вот, поэтому хорошие стороны мы используем в уже новом дизайне. Вот, а как промежуточный этап мы сейчас обновили старый дизайн и добавили там иконочки красивые и TradingView, как и обещали, имплементировали. Вот, поэтому в новом дизайне ближе к концу осени вы уже, или к концу года даже, ну надеюсь осени, вы увидите уже вот и балансы, и еще куча много интересных фич, которые мы сейчас пилим. Так, господин Стайки, привет. Задает вопрос. Когда уже сделаете нормально стаканы на бирже, чтобы видеть объем монет или гривны? Хороший вопрос. Господин технический директор. Когда мы сможем это запилить? В новом дизайне есть, можно пока в гостевом режиме смотреть. Ага, значит в новом дизайне эта штука осталась, можно в гостевом режиме, он говорит, смотреть. А в новом дизайне, да, вот который новом, который выйдет чуть-чуть позже, там уже будет все реализовано. Так, НБУ и криптогривна. Следующий вопрос, насколько это реально? Абсолютно все реально. Тут надо разделить, есть НБУ и есть проект криптогривна. У НБУ своя электронная гривна, хоть она и на блокчейне. Насколько реально, я их пушаю всячески при всех возможностях, чтобы они ее запускали. Вот они ее не хотят запускать по политическим причинам. Они до конца не понимают, что произойдет с банковской системой. Тут у нас скоро выборы президента, дальше у нас выборы парламентские, поэтому им нежданчики лишние сейчас точно не нужны. Поэтому как бы я ни старался, но я понимаю, что раньше, чем конец сентября следующего года, а может быть октябрь, этот процесс точно не сдвинется с мертвой точки. Хотя черного лебедя по Насим Талебу я оставляю. Вот, и будем пушить. С другой стороны, есть проект Криптогривна, который финансирую я и развиваю. Мы сейчас на самой финишной прямой по юридической модели. Мы нашли шикарную юридическую модель. Вот, и как только мы ее стресс-тесты сделаем со всех сторон, чтобы посмотрели ее разные профессионалы на нашем рынке, как только мы это получаем, то тогда мы начнем процесс уже
бета-тестирования. Вот. Параллельно мы технически сейчас обсуждаем, как это правильно реализовать. Опять-таки в сфере того, что за год по сравнению, даже чуть больше, в прошлый раз я ее презентовал в июле прошлого года. С того времени технологии очень классно двинулись вперед, и поэтому появились новые инструменты, и мы сейчас вот обсуждаем, как правильно технически это реализовать, чтобы она была и децентрализованная, и интересна не только нам, а всем. Поэтому процесс очень-очень активно движется. Посмотрим, насколько быстро мы сможем это все дело ускорить. Но НБУ я пока не списываю, то есть будем дальше их пушить. Так, дальше следующий вопрос. МБТ задает. А как будет происходить определять, я читаю дословно, определять, откуда деньги пришли на карту при налогообложении или самому идти сдаваться в налоговую? Вот последний коммент самый правильный, так как вы физлицо, то обязанность, вернее, да, обязанность платить налоги, она лежит на вас. То есть вы должны сами определять, платите или не платите, но должны иметь в виду, что неоплата налогов это криминально, сперва административно, а потом криминально. Вот, поэтому, что касается, как они будут определять, то вот именно этим занимается рабочая группа, которая совместно там, с всевозможными регуляторами определяет, как это правильно сделать. Но в любом случае будет верификация, без нее никуда, вы будете свой банк, ну, по сути все то же самое, что мы видим на западных, там, либо на больших крупных восточных площадках. То есть вы привязываете свой личный банковский счет, вы привязываете свою личную карточку, и таким образом вы будете получать деньги, и, соответственно, с них там будут списываться налоги. Либо это будет инструмент, похожий, как вот Монобанк реализовал, когда кэшбэк ты получаешь, что они автоматом списывают у тебя налоги и отправляют в налоговую, а ты получаешь уже чистый свой доход на карту. Вот, возможно, так реализуем. Еще до этого не дошли. Так, подскажите, пожалуйста, еще по поводу монеты ГБГ. Какие у нее перспективы? Это задает вопрос Артур. Перспективы хорошие. Сейчас команда работает над тем, чтобы переехать, это мы говорим про блокчейн Голоса, монету золотой от Голоса. Сейчас команда техническая Голоса работает над тем, чтобы переехать на блокчейн EOS. Это даст возможность там, создавать свои валюты внутренние, проекты смогут там, на одном едином блокчейне, но создавать там, свои проекты со своей экономикой, токеномикой и так далее. Вот. Ну и плюс EOS это логическая цепочка развития того же Steam, до которого были битшары. Вот, поэтому потенциал, да, я свои монеты не продаю. Это можно посмотреть по балансу. На Голосе вбить в поиск собака Куна и посмотреть кошелек, вы увидите, что ничего не продаю. Ходлер, верю в проект, уверен, еще выстрелит. Планируете ли вы пару доллар биток? Да, планируем, но он не будет такой, как на западных площадках. То есть это будет ближе все-таки к бизнес-модели BTCE, если вы помните, такая была биржа. Больше пока не готов сказать, могу только анонсировать, что будут Куна-коды. Те, кто в теме, поймут, как это все связать. Те, кто не в теме, еще обязательно расскажу, но чуть-чуть попозже. А вы будете налоговым агентом? Это вопрос продолжается про 9083 и будущее налоговое законодательство. Будем ли мы налоговым агентом, еще не знаю. Решит это... нам придется в рабочей группе вместе с налоговой, вместе с комиссией по ценным бумагам, с финмониторингом определить, кто будет налоговый агент и как. Поэтому это еще work in progress, еще не дошли до этого. Следующий вопрос. Есть ли вариант увидеть обменники, которые будут покупать внутрибиржевые Куна-коды? Да, активно этим занят. И когда я говорил про BTCE коды, и когда я говорил про доллар, вот именно это я и имел в виду. Поэтому, да, активно работаем. В обменках будет. Будет. Так, насколько я понял, вопросов больше у нас нет.
Вопросов больше нет. Четко по таймингу 30 минут. Спасибо, что были с нами. Продолжим, если не через 2 недели, то через 3 недели. Задавайте вопросы, пишите в суппорт. Я обязательно на все вопросы, как вы видите, отвечаю, какие-либо они не были сложные. Ну и напоминаю, что завтра утром вы получаете рассылку, и в рассылке будет анонс новых 2 пар. Это Ethereum к биткоину и EOS к биткоину. Ну что, до новых встреч. Спасибо и хорошего вечера.